занятие второе. Цели, планы. В двух словах я напоминаю, для чего человек рождается на Земле. Да? Для того, чтобы весь потенциал, который в нем заложен, можно было бы реализовать. Поэтому по привычкам в целом, фактически это суть человека, чтобы привычка работала. Есть понимание, есть мотивация, решены задачи, там, внутреннее сопротивление преодолеть, сопротивление окружающей среды преодолеть, да, войти в процесс, научиться, получить хороший результат и развивать этот результат или поддерживать его на каком-то необходимом уровне. Да, вот хорошая привычка – это то, что постоянно работает и приносит человеку благо. Поэтому работа с целями и планами – это что? Колея тянет человека вниз, а работа над целями и планами – это подключение к будущему. Я хочу понять, какое будущее мне нужно. Я хочу понять, как оно выглядит, каким законам подчинено, каким образом к этому идти. Да, происходят события, я анализирую, почему я не сумел сделать шаг вперед, почему откатился назад, а как мне подниматься выше, выше, выше. Фактически работа с целями и планами – это что? Это построение связей с будущим, усиление связей с будущим. Да? Да? Но фактически это создание связей с будущим, с одной стороны. С другой стороны, это борьба с колеей. Поэтому, если вы хотите взлететь, то все программы, проблемы, силы, эгрегоры, сущности, которые говорят, ты должен ползать, они становятся на дыбы. Поэтому человеку и тяжело работать с целями и планами, потому что его слабость и глупость, они все поднимаются на дыбы и говорят, ты наша дойная коровка, от нас не уйдешь. Это наша коровка, и мы ее доим. И человеку нужно сразиться со своими проблемами и победить. Поэтому подключение и усиление связи с будущим и борьба с колеей. Тогда человек идет к каким-то значимым результатам, значимым изменениям. Значит, это по сути, да, что такое. Второе. Работа с целями, с планами, как выглядит. Это ответы на ключевые вопросы. То есть задача, чтобы человек задавал себе правильные вопросы и отвечал на них. Да? Первый блок вопросов, он соответствует чему? Ну, одно это «хочу», да, «хочу» – это в большей степени какие-то сформированные потребности, ценности, да? Да, поэтому другая сторона медали – а вообще ради чего стоит жить? Человек, и это с большой буквы звучит гордо, человек, который живет на основе духовных законов. Поэтому ради чего и что хотелось бы, что хочу. Второй блок вопросов. Да, что мешает, да, с чем нужно попрощаться. Да, ты дай какой-нибудь позитив, выдавай позитив. Тогда ты идешь к успеху. Да, поэтому с чем прощаться, да, что убирать, что мешает. Ну и третье, собственно, уже сами планы, что делать, что и как нужно делать, чтобы проблема уходила, а желаемые цели, да, приближались. Это основные вопросы, на которые нужно отвечать. Собственно, каковы механизмы? Да, почему у человека нет восторга, когда он слышит о целях? А потому что все, что вот оно не согласно с этими вопросами, да, вот в сознании проблемы, они не хотят, чтобы они были устранены. Они не хотят, чтобы человек поднимался. Они не хотят, чтобы слабость, глупость, страхи, зависимости отключались. Да? Поэтому нужно понимать, в чем причина внутренних «не хочу», там всякие эмоции поднимаются. Да, они не заинтересованы, чтобы человек стал сильным, свободным, счастливым. Поэтому сами создали усилиями, да, когда мы преодолеваем, мы шаг за шагом это сопротивление уменьшаем, пока не доведем его до нуля. Ну и третий блок по самой привычке, по формированию, к чему нам нужно идти. Конечная цель, идеал – 1,5-2 часа в неделю, защищенное время, когда вы работаете по своим целям и планам. Да, защищенное время. Анализируйте события и принимайте ключевые решения, и которые дальше в течение недели вы воплощаете в жизнь. Да, это цель. Да, какие шаги? Первое – это выделение времени на работу с целями. Да, вначале это может быть мизер. Но 1 минута – это ни о чем, да, скажем, 10 минут. Да, хотя бы на планирование, на цели 10 минут.
сделать это время защищенным и устойчивым и отбить атаки проблем. Первое – это постепенно увеличивать время. Второе – это горизонт планирования, сроки. Пожалуйста, неделя, месяц, год, несколько лет. И третье – это логические этапы, по которым человек идет. Да. Первая задача, которую нужно решать, это не будет там супер-пупер точный расчет. Это просто преодолеть внутреннее сопротивление. Да, потому что вначале будет выбивать именно оно. Да зачем тебе это нужно? Это все равно ж ничего не получается. Планировал, вот видите, что там плохо, и там с плана сорвались. А второе, вы нарабатываете навык, да, потому что в каждой сфере есть свои законы. А почему не получилось? Вот запланировал, почему? Ага, здесь время неправильно рассчитал, здесь на эмоции сорвался, а здесь вообще-то, оказывается, думал, что умный, знаю все, оказывается, не знаю вообще об этой сфере ничего. Да, нужно взять и поучиться. Да, поэтому второй этап – вы нарабатываете навык. А третий этап – вы пожинаете плоды. У вас начинает получаться. И вы начинаете получать удовольствие от процесса. Вы рассчитали время, прошла неделя, смотрите, я ни одного часа, ни одной минуты даром не потерял. Я все точнее двигаюсь по графику. Я все лучше могу представить будущее и все лучше по этому сценарию отработать. Я управляю своим временем, я управляю своей судьбой. Класс. Тогда вы можете строить свое будущее.